Привет! В комментариях вы часто спрашиваете, Mercedes или Fiat? Fiat или Citroën? На эти вопросы мы уже отвечали в наших роликах. Ну а сегодня разберемся, Fiat или Iveco? Мы специально для сравнения выбрали два автодома одного производителя. Оба Лайка, оба алькованные. Здесь у нас 4 спальных места, здесь 5. Но учитывая большой альков, в принципе, и здесь поместится 5. Но главные отличия здесь начинаются именно с шасси. Fiat Ducato, безусловно, это хороший автомобиль, но все-таки это легкий грузовик. Здесь у нас 140 лошадиных сил, и в данном случае вообще коробка механическая. Но бывает, конечно же, автомат, но автомат от Chrysler. В Iveco коробка автоматическая появилась раньше. Iveco Delli – это большой тяжелый грузовик. Ну, конечно, он у нас помещается в B-категорию в случае с автодомом, то есть до 3,5 тонн. Мотор 170 лошадиных сил от Iveco, и это полноценный миллионник. То есть можно проехать 1 000 000 километров пробега, и все с ним будет хорошо. Fiat Ducato часто используется в городских условиях, например, как маршрутка или для перевозки небольших грузов. Тогда как Iveco Delli все-таки рассчитана на крупногабаритные перевозки и абсолютно в разных условиях, на огромные расстояния. Соответственно, это делает эту машину более надежной. По мнению Hummer Group, идеально для российских условий, для наших дорог подходят шасси Mercedes и Iveco. Но Iveco все-таки дешевле, и поэтому в планах Hummer Group активно внедрять это шасси для российского рынка. Например, конкретно этот прототип, этот автодом сделан специально для России. У Iveco задний привод и есть блокировка дифференциала, что позволяет этому автодому справляться с более сложными дорожными условиями. На этом автодоме установлен усиленный фаркоп, он рассчитан на нагрузку до 3,5 тонн, то есть общая масса автопоезда может быть до 7 тонн. Ну а шасси Iveco позволяет буксировать такую массу. В случае с Fiat у нас максимальная нагрузка на фаркоп, как правило, до 2 тонн. То есть вы без проблем сможете буксировать небольшой автомобиль или же прицеп-дачу. Тогда как с Iveco вы сможете уже перевести большой внедорожник или небольшую яхту. Внешний вид, дизайн в кабине тоже отличается. У Iveco он такой более мускулинный. Естественно, у нас другая ручка коробки передач, потому что у нас другая коробка. Но, тем не менее, мы все так же здесь встретим знакомые кнопочки на руле, как и в Fiat. Потому что и Fiat, и Iveco производятся на одном заводе. Поскольку автомобиль грузовой, у сиденья есть дополнительная амортизация. На бездорожье это тоже вам поможет чувствовать себя комфортнее. А еще вот здесь вижу такую ручку. Кстати, еще у нас здесь пневмоподвеска, и слева от рулевой колонки есть кнопки, с помощью которых мы можем ее регулировать. Кабина же Fiat имеет более элегантный дизайн и различные приятные мелочи, такие как подставка для телефона, дополнительные подстаканники. Интерьер в Лайке на Fiat Ducato тоже обладает, скорее, таким большим изяществом. Тогда как в автодоме на шасси Iveco все более строго и лаконично. Мне кажется, здесь нету чего-то лучше или хуже. Это вопрос разных концепций и разных необходимостей. Все зависит от того, что нужно именно вам. Давайте проведем параллель с внедорожниками и кроссоверами. Так вот, Iveco – это условный Land Cruiser, большой мощный внедорожник. Тогда как Fiat – это скорее кроссовер, условный RAV4. Что лучше?
RAV4 или Land Cruiser. Выбирать вам, зависит от того, что вам необходимо. Чуть ранее я, кстати, сказал, что Hummer считают Iveco более предпочтительной для России. Но, как показывает практика компании «Яхты на колесах», Fiat отлично ведет себя на дорогах общего пользования, даже на российских. И если вы в основном передвигаетесь по ним, вам совершенно не обязательно покупать Iveco. При том, что Iveco всегда будет немного дороже. Все ссылки у нас находятся в описании, там вы найдете цены. Я их озвучивать не буду, потому что они меняются, и все зависит от множества факторов. Кстати говоря, подробный обзор у нас есть и на один, и на другой автодом. Если вам не хватило деталей интерьера и обсуждений, мы просто сегодня говорили не об этом. Переходите на канал, там есть обзоры. А в комментариях пишите, что думаете по сегодняшней теме и нравятся ли вам такие ролики. Меня зовут Антон Муравьев, это канал «Яхты на колесах». До новых встреч, пока!